Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом заготовки сала на зиму. Рецепт очень простой, быстрый. Смотрите, поехали. Для начала нам нужно сало. Сало у меня вот такое вот. На рынке не оказалось потолще сала, поэтому сало у меня, я считаю, что это нормальное. И хочу вам показать, как я чищу сало всегда. Самое главное вычистить хорошо шкурку. Посмотрите, это сало шмаленное соломкой. Шкурку надо обязательно почистить. Вот сейчас вы увидите, сколько грязи собирается на этой шкурке. Хотя продавцы нас уверяют, что сало вычищено. Посмотрите, сколько грязи собирается на этой шкурке. Поэтому перед тем, как солить сало, я всегда тщательно вычищаю шкурочку. Вот таким вот образом, ножом сошкрябываем все. Вытираем об бумажное полотенце. Конечно, шкрябать можно до бесконечности, но как вы только почувствовали, что вы удалили самый грязный слой, значит, можно уже сало нарезать на заготовку. Вот сало уже чистенькое. О, все, с этим мы закончили. Этот кусочек я почистила предварительно. Значит, кусочки сала нарезаем таким образом, чтобы они хорошо и легко входили в литровую баночку. Я это делаю вот так вот. Вот такие вот полосочки у меня будут. Так. И полосочками такими. Я их стоя буду ложить в баночку, поэтому и нарезаю такими полосочками. И так нарезаем все сало полосочками. Сало я вот все нарезала. Оно у меня готово для засолки. Сало можете брать любое. Какое вот у меня, видите, с мяском попалось кусочек. Это без мяска. Какое у вас есть, какое вы купили на рынке, такое можете и закатывать. Это без разницы. В лоточек я насыпаю соли. Здесь мы будем солить сало. Соль вот так хорошенько разминаем. Соль для этого нужна крупного помола. Для засолки сала обязательно берите каменную соль. И теперь каждый кусочек сала мы вот таким образом со всех сторон обмакиваем его в соль. И края обязательно хорошенечко. И будем опускать в баночку. В баночку предварительно я кладу лавровый листик. Вот 2 штучки, достаточно. И вот таким образом каждую полосочку сразу опускаем в баночку. Сначала хорошенько засаливаем со всех сторон. Обязательно хорошенько солите шкурочку тоже, не забывайте о ней. И вот таким образом укладываем полосочками сало в банку. Сало у меня соломкой шмаленое, очень мягкое. Я надеюсь, что будет очень вкусное. И вот так вот укладываем в баночку. Я всегда укладываю таким образом, потому что так сало набивается хорошо в баночку, плотно-плотно. Сало у меня, видите, какое тонкое. В последнее время на базаре я не могу попасть на толстенькое сало. Хотя бы на 2 пальчика сала, на 3. Я всегда засалываю такое сальцо. Но я никак не могу его купить. Всегда прихожу очень рано, а сала уже нету. Так что у меня вот такое сало, какое я нашла, на которое я попала в этот момент. Я уже 2 или 3 раза хожу на базар и никак не могу попасть на толстенькое сало. Ну ничего, спасибо и за это. Вот так плотненько набиваем, стоя. А теперь верхушечку набиваем и разрезаем вот так вот на квадратики сальцо, чтобы хорошо-хорошо набить баночку. Вот так. И так же само таким же образом солим. Вот так вот хорошенечко. И укладываем в банку. Банку нужно набивать по возможности плотно-плотно. Такое сало у вас будет очень хорошо храниться. И можно использовать его зимой как захотите. И на зажарку, и так открыть, добавить чесночка, покушать. Ну, в общем, куда вы найдете ему применение? Вот у нас получилось 2 литровых баночки. Теперь я их беру и закатываю под железную крышку. Вот таким способом. Сало таким способом я солю уже очень давно. Когда-то мы держали свиней и закатывали по 10-12 банок от одной свиньи сала в 3-литровые банки. Вот. Вот таким образом. Вот. Сало я не перчу, не чесночу, ничего ему не делаю.
А когда сало открываю, тогда по желанию, по вашему вкусу. Хотите соли, подперчиваете, хотите чесночите его, хотите разными приправами его обваливаете. В общем, это все на ваш вкус. Вот наше сало и готово. Такое сало я сразу опускаю в подвал. И оно там у меня хранится и год, и два. Ну, конечно, за год мы съедаем. Мы немного закатываем сейчас сало. За год мы его съедаем. А раньше сало хранилось и год, и два. И доставали сало, открывали, и оно сохранялось как свежее, не желтое, беленькое, красивое. И можно было использовать куда хотите такое сало. Я закатываю сало, храню таким способом. А как вы храните сало на долгое хранение? Каким способом и как вы его сохраняете? Напишите мне в комментариях. А кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем мира и добра. Пока-пока. До новых видео.